Здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. Победителями прошлого розыгрыша стали супер-мега хороший сервер RU3 и амфетамин сервер EO1. Призы я отправил вам на кладовщика кухни гурмана, а кому не повезло, не расстраиваемся, у меня для вас новый розыгрыш. Эти вещи дали Андервольт и Сумрак сервер RU3 и снова здорово сервер EO1. Большое спасибо за поддержку канала Сталкером. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором играешь. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 6 мая. Братья Сталкер, вот уже довольно большое количество времени я веду свой канал и много чего на нем рассказываю. Но большинство из вас все равно задают мне вопросы про снаряжение, что лучше купить новичку и как развиваться в дальнейшем. Причем задаются такие вопросы в основном на трансляции, а отвечать мне на ней неудобно на одни и те же вопросы. И в этом видео я постараюсь тебе рассказать подробно весь план развития новичка. Рассказывать я буду исходя из своего игрового опыта, как я развивался сам, какие приоритеты расставлял и к чему стремился. Видео сделано для того, чтобы ты смог проанализировать и понять, подходит тебе такой метод развития или нет. Возможно, оно поможет тебе выстроить свой план, ведь ты совершенно не обязан делать так, как я говорю, и уж тем более я тебя к этому не призываю. Приятного просмотра. Первым делом, на что я обращаю внимание, так это оружие. Мне не особо важна броня. Нет, она мне важна, но не на ранних этапах развития моего персонажа, ведь в этой игре зачастую случается так. Кто первый увидел, тот первый стреляет. В основном это происходит в спину, а уж в какой ты броне противнику глубоко наплевать. Ведь хороший автомат стирает так, что опомниться ты не успеваешь. На станции лесной ты бесплатно залутаешь себе легендарную двухстволку ТОС-34. Ее тебе хватит и на лесной побегать, и в Любище. Там спокойно выполняй квесты и не парься по поводу оружия. А вот выйдя в окрестности Любича, я всегда выбираю ППШ. Почему его, а не АКСУ, например? Да потому что на ранних стадиях игры ты не будешь участвовать в глобальных и массовых пострелушках. Максимум с каким-нибудь ПКшником встретишься, и то он тебя в спину скрысит. В основном ты будешь проходить квесты и фармить, а у ППШ в этом случае будет ряд преимуществ. Это доступный барабан вместительностью 70 патронов, дешевый ремонт и дешевый боеприпас. Цена его составляет 25 рублей за выстрел, если брать тип патронов ПМЖ. Против АКшного патрона ПС ценой в 43 рубля за выстрел. Еще мы учитываем то, что на среднюю дистанцию ты не сможешь хорошо стрелять и отрабатывать из-за вспышки и отдачи у того и у того оружия. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, я отдаю свое предпочтение первого оружия ППШ. Дешевый, доступный, не капризный и удобный. После покупки ППШ я вымениваю свой ТОС-34, который получал бесплатно на лесной у Арсена, на бронежилет 6Б2. Арсенчик стоит слева от кладовщика на гурмане. Да, это, конечно, тебе не 6Б13, но на первое время сойдет. Его абсолютный плюс в его весе. Тот же самый бронежилет 6Б3 весит 12 кг. За счет выигранного веса я могу унести больше хабара и заработать копейку, вместо того, чтобы терять время, чапая на перегрузе до скупщика. Ты, наверное, скажешь, а как же защита и карманы? Интерес твой в принципе оправдан. Но как я упоминал раньше, защита твоя — это глаза на заднице, а их у тебя нету, поэтому просто забей. Погибать ты будешь раз за разом хоть в том, хоть в этом бронежилете. Лучше всего сэкономить копейку на будущее. Как же быть с карманами? Отвечу так. У меня нет острой необходимости открывать все карманы сразу. На первое время будет достаточно 4, а то и 2 для нужных устройств. Для открытия 4 карманов я одеваю штаны с карманами и куртку спецовки. Если требуется больше карманов, то в дальнейшем я покупаю себе боевую выкладку десантника. Она одевается на бронежилеты 6Б2 и ПАС-ГТ и открывает все доступные карманы в игре. Чуть не забыл про рюкзак, не спеши его покупать. Его ты сможешь получить совершенно бесплатно за выполненный квест у Юры Барабашки. Стоит он в квадрате Е83 в гаражике. Берешь у него квест 2 раза, Юркин рюкзак, бегаешь туда-сюда и получаешь абсолютно бесплатный рюкзак-колобок. На все про все у тебя уйдет минут 5-8. Допустим, из вооружений я уже имею ППШ, несколько барабанов к нему, экипировку, куртку спецовки, штаны с карманами, бронежилет 6Б2, рюкзак-колобок и каску СШ. Но я ее обычно не одеваю, потому что она выглядит максимально убого. И куда же теперь я двигаюсь дальше? А дальше я упираюсь в апгрейд своего вооружения. Ведь, как я и говорил раньше, броня не имеет значения, пока у тебя нет хорошего оружия. Далее я обязательно прохожу всю линейку квестов в лагере Шлеймовича. Дохожу до нулевого экземпляра и ищу пачку, чтобы пройти этот квест. И да, придется заплатить за то, что тебя ребята проведут по нему, и в этом нет ничего плохого и удивительного. Эти деньги, которые ты заплатил, ты отбиваешь и еще в плюсе остаешься, ведь по завершению задания ты получаешь М16А1. Но с этим оружием я никогда не бегаю и сразу же его продаю. Тем самым лутаю дополнительные деньги за задание. Ну а дальше по классике у меня всегда два варианта. Купить сайгу или подкопить деньги и купить себе МП5. На евро я бегал с ППШ, затем с сайгой. На МСК же я после ППШ купил себе сразу МП5. Тут у кого на что хватает терпения. Но скажу одно, что с МП5 уже можно комфортно бегать довольно протяженное время. Это оружие подойдет как для фарма, так и для отпора от засранцев.
Не топ, конечно, но уже хоть что-то солидное и универсальное. Так уж и быть, дам тебе дельный совет. Чтобы деньги копились в 2 раза быстрее, вводи промокод Nixon в меню игры. Он подарит тебе премиум абсолютно бесплатно и совсем не важно, где ты играешь. Steam, VK или Launcher. Промокод работает абсолютно везде. С ним ты будешь получать в 2 раза больше опыта, вырезать больше ценных частей мутантов и даже уменьшится процент комиссии при продаже предмета с доски. И это далеко не все, что есть в подарочной премиальной подписке. Вводи промо, не упускай халяву. Когда я меняю ППШ на МП5 или же на Сайгу, я немного обновляю свое снаряжение. Покупаю боевую выкладку десантника и бронежилет ПАС-ГТ. Также могу добавить каску ПАС-ГТ. Тут уже как карта ляжет. Как итог, теперь персонаж выглядит так. МП5А2 или Сайга, броня и каска ПАС-ГТ, рюкзак-колобок, куртка спецовки и штаны с карманами. Как я уже много раз говорил, что не люблю носить с собой несколько оружий и топлю за универсальность одного, так как второе оружие это лишний вес и лишние занятые слоты магазинами. Если ты будешь фармить пещеру паукана, ты поймешь, о чем я говорю. Именно поэтому более-менее нормальным промежуточным оружием я считаю АК-103 и АК-74М. Это актуальное, широко используемое оружие в зоне. Найти его в хорошем моде по привлекательной цене не составит большой проблемы. Отмечу, что у АК-103 есть ХП-патрон. Эта пуля имеет останавливающий эффект, то есть при попадании по противнику он будет замедляться. Это действительно удобная фишка. Подобное есть на калибре 9.39. АК-74, он же МСТ, самый обычный автомат с самым обычным калибром 5.45. Особенностей никаких нет, кроме меньшей отдачи в сравнении со 103. Или может быть я чего-то не знаю. Уважаемые знатоки, жду комментариев по этому поводу. Ну а насчет МП5 в моде ничего сказать не могу, так как бегал всегда в стоке. Но на всякий случай я повторюсь, что я рассказываю свой план, которого сам же придерживаюсь. Вам не обязательно повторять за мной, просто делаем выводы и развиваемся сами. Ну и получается у меня вышла некая база для более-менее комфортного продолжения игрового процесса. Каска и броня ПАС-ГТ, боевая выкладка десантника, куртка спецовки, штаны с карманами и рюкзак-колобок. Самое дорогое из этого всего будет модифицированный автомат АК-103, АК-74М или же МП5. С таким снаряжением уже можно дать поджопник засранцу и плотно пофармить. Дальше уже как душе угодно. Хочешь покупай бронежилеты, хочешь новое оружие, рюкзаки, хочешь проходи квесты и так далее. С этой снарягой тебе уже будет не так сложно это делать. Ну что, любопытный сталкер, я ответил на твой вопрос, что лучше купить новичку и с чем фармить? Надеюсь, да. А если нет, то советую пересмотреть видео еще раз. Спасибо за просмотр, обязательно подпишись на канал и напиши комментарий. Увидимся в зоне, сталкер. Иди, не мозоль глаза.